Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись на нашем канале. Вы знаете прекрасно, что буквально недавно прошел концерт Димаша Кудайбергена в Алматы 23 сентября. Сегодня мы бы хотели поговорить с Дирс из Башкортостана, с Эльвирой и Земфирой. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, добрый вечер у нас. У нас уже 10 вечера, около 10. Вы знаете, я хотела бы попросить вас представиться, потому что я знаю, что вы самые активные участники. Ну, вы фан-клуб Димаша Кудайбергена в Башкортостане. Представьтесь, пожалуйста, немножечко. Да. Ну, да, действительно, мы представляем фан-клуб Димаша у нас тут в Башкортостане. Земфира, я Эльвира, мы две сестры, мы родные сестры. Но у нас достаточное количество участников нашего фан-клуба, новые люди к нам добавляются. Мы существуем с 2019 года, когда мы первый раз поехали на концерт Димаша в Астану в 2019 году на его сольной. И вот после этого мы тут организовали наш свой фан-клуб. Вот, нам в этом году, вот в сентябре было уже, как раз вот в сентябре нам было 3 года. Вот, ну да, действительно, мы стараемся, конечно, продвигать Димаша, популяризировать его и у нас тут в Башкортостане, и вообще везде, где бы мы ни были, да. У нас есть своя фан-страница в Инстаграме, и на Ютубе тоже есть свой канал. Вот поэтому мы как бы, да, стараемся о нем везде говорить, писать и так далее. Спасибо большое. Вы знаете, Эльвира, я бы хотела вас попросить, чтобы вы немножечко о себе рассказали, потому что я знаю, что вы выступили с некоторыми предложениями в отношении дальнейшей поддержки Димаша. Да. Ну, я сама тоже творческий человек, я актриса, я много лет работаю в театре, в драматическом, в нашем башкирском театре национальном. Я заслуженная артистка Российской Федерации и народная артистка Республики Башкортостан. Вот поэтому у меня очень большой опыт сценический. И, ну, я вообще, конечно, так как я человек искусства, я понимаю, насколько это такой сложный, трудный путь и в то же время прекрасный путь, действительно путь искусства. И люди, которые полностью посвящают себя искусству, творчеству, эти люди, ну, как бы по своему призванию, если он актер, артист, ну, артист – это в большом понимании слова, я говорю, это и певец, и танцовщик может быть, и актер драматического театра может быть, и оперного театра и так далее. Если артист посвящает себя полностью, без отдачи этой сцене, любимому делу, тогда, конечно, и искусство также дает ну, большие возможности такому человеку. Вот как у нас говорил наш великий Константин Сергеевич Станиславский, который является основателем системы актерского мастерства. Во всем мире он признан, его крылатые слова, значит, надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе. И вот мы на примере Димаша как раз вот это ярко видим, как он действительно любит искусство, ну, так скажем, искусство, большое искусство. И полностью, конечно, ну, просто до самозабвения отдается своему любимому делу. Поэтому у него такие потрясающие результаты. Да, согласна с вами на 100%. Земфира, пожалуйста, вы представьтесь. Да, ну меня зовут Земфира Фаттахова, я вот, как уже сказала Вера, я родная сестра. Ну, я не творческий человек абсолютно, я врач-акушер-гинеколог по специальности. Но вот тоже с 2019 года, когда впервые попала на сольный концерт Арнау в Астане,
Конечно, с первой же песни, с первой же ноты я стала, ну, тоже фанаткой, поклонницей, и до сегодняшнего дня я остаюсь верным почитателем его творчества. Ну, не знаю, я, конечно, не понимаю ни ноты, не понимаю, ну, многого в музыке не понимаю, но вот и его именно музыка, его ноты, его пение сразу попадает в душу, сразу попадает в сердце. И этого достаточно. И поэтому, да, вот, ну, много у него поклонников, которые далеки от искусства, совсем не люди искусства, но вот мы в этот раз съездили в Алматы и тоже убедились, что огромная армия фанатов приехала со всего мира. Так, давайте теперь поподробнее. Расскажите нам, пожалуйста, об атмосфере этого концерта. Сколько друзей, сколько Дирс, сколько друзей вы теперь имеете, сколько Дирс вообще в целом вы встретили в эти дни? Ну, у нас по традиции уже проходит припати, как вы знаете, перед началом концерта. 22 сентября у нас было припати в Алмате, и у нас, конечно, огромная безмерная благодарность фан-клубу в Алмате, казахстанским поклонникам Димаша, которые организовали вот эту нашу замечательную встречу, и она проходила в гольф-клубе, есть такой в Алмате, там такая зеленая лужайка, это было прямо на природе, и очень было так атмосферно, очень было здорово, душевно очень было. И, конечно же, там вот на этой вечеринке были представители более 30 стран, вот на вечеринке только. И Дирс приехали большими, прямо даже делегациями, приехали из некоторых стран, вот, например, страны Латинской Америки, их было очень много, из США было много, из Испании очень много было Дирс, из Голландии, из Польши приехала большая группа Дирс. Вот. Ну и из Вьетнама, из Японии, из Перу, из Новой Зеландии, из Австралии. Просто, знаете, всех не перечислить. Это ведущие, которые вели этот вечер, они просто были в таком шоке даже. Они даже сами сказали, да. Вы, говорит, ну, это, говорит, мы удивительно, мы, говорит, первый раз такое видим, чтобы из разных стран люди, и вот они представляли каждую страну, и вот поклонники из каждой страны выходили на середину площадки со своими атрибутами, со своими флажками, там, флагами, с баннерами Димаша. У нас у каждого фан-клуба есть свой баннер, как бы, да, и вот они со своими баннерами выходили, представлялись. Вот, поэтому атмосфера, конечно, была просто потрясающая. Мы были как вот на самом деле одна большая семья, да, Земфира? Да. Нашего дорогого Димаша, и здесь люди Америка, Новая Зеландия, Вьетнам, Башкортостан, Уфа, Перу и Казахстан! Димаш Асасен! Димаш Алла! Димаш Алла! Димаш Алла! Димаш Алла! Ну, было очень грандиозно, было очень... Ну, мы все встретились как... Мы же все общаемся в чатах, да, заочно как бы, да? Да, а тут все воочию встретились, ну, как прям вот, как близкие друзья, можно сказать. Столько было объятий, столько было подарков, столько было эмоций, танцев, песни, ну, все, мы там... Ну, вот за этот вечер пролетел буквально, вот, ну, не знаю, очень быстро пролетел вечер. Все мы передружились, познакомились, да, обменялись, да. Увидели друг друга. И вы знаете, Очень что самое было удивительное и приятное, что подходили просто вот люди из других стран даже, они, например, вот лично меня и знают по моей фан-страничке, которую я сама веду, вот наша фан-страничка Димаш Башкортостан Дирс. И вот они подходили и говорили: вы же из Башкортостана, вы же Эльвира. Знаете, было так удивительно и так было приятно. И вот мы, вот видите, я специально надела вот эту вот, это наш бейджик был такой вот, значит, это вот наш логотип нашего фан-клуба. Здесь вот написано Димаш Башкортостан Дирс, Димаш Алга, Димаш Самга. Вот, а это вот мы сделали, значит, на обратной стороне вот как раз это афиша вот этого концерта Stranger.
И мы, конечно же, все обмениваемся по традиции вот такими вот значками своих клубов. Здесь вот и польский клуб, и здесь вот американский клуб, японский клуб, клуб из Актубе, из родного города Димаша. И много-много здесь вот у нас тоже и литовский, и вьетнамский клуб, мексиканский клуб из Мехико. В общем, очень много, и мы свои тоже значки дарили. Вот. Ну, то есть, я же говорю, просто, знаете, это было вот такое объединение. Люди, вот правильно Димаш говорит, что даже на своем концерте говорил, и на фан-встрече говорил, что простые люди, они и есть вот эти вот мостики, которые друг другу связывают все народы, да. И действительно, это вот мы просто это почувствовали на себе. Не зная практически, как бы, ну, не будучи знакомыми, мы просто кидались в объятия друг другу. Мы столько там нафотографировались, столько видео сняли, и такая была дружелюбная, такая была обстановка, это просто удивительно. Вот на самом деле, да, вот, вот на таких мероприятиях ощущаешь, что у нас мир, на самом деле, наша планета, она такая маленькая, на самом деле, такая хрупкая, да, вот о чем говорит Димаш в своих произведениях, и постоянно эту мысль высказывает. И мы такие все разные, и в то же время мы одинаковые. Мы все, вот как в последнем его, вот в этом клипе, да, мы все дети одной земли, одного неба. Это вот мы просто, знаете, на своей, ну, вот прямо своей всем сердцем и всей душой и всем своим телом мы это почувствовали вот за эти дни, пока были в Алмате. Это было просто удивительно, просто удивительная, потрясающая, невероятно теплая обстановка и вот эта вот невероятная доброта и любовь сквозила вот от всех, понимаете, да, это было просто вообще потрясающе. Мы находимся на Припяти, очень много дирс тут, из многих-многих стран мира. Вот небольшой репортаж хочу сделать. Здесь все отдыхают, встречаются, все дирс. Вот такая симпатичная поляна. Вот. Андрей, здравствуйте! Привет, передайте Сан-Франциско. Сан-Франциско прямой эфир идет? Нет, я просто видео буду сегодня. Сан-Франциско, большой привет. Да. Да, из Москвы тоже. Из Москвы тоже большой привет. Спасибо. Hello, hello there, hello, hello, hello. No, Bashkortostan, this, Russia, from Russia. Russia. Yes, Russia. Oh, thank you. Вот смотрите, нам дарят вот такие вот. Thank you. From Japan. Йо, это из Японии дирс. Да. Димаши! Thank you. Вот мне хотелось бы спросить у Земфиры. Земфира, я знаю, тоже несколько концертов уже посетила вместе с Эльвирой, вместе с сестрой. Вот я, например, очень люблю украинский концерт. Я постоянно какие-то вот делаю эпизоды из украинского концерта. А что вы можете сказать, этот алматинский концерт, он чем-то отличался от других концертов? В чем была специфика этой атмосферы? Я была я была в Астане на первом концерте. В Казани. И в Казани я была, и в Москве мы были на концерте Игоря Крутого. Ну, отличался. У него каждый концерт, он все равно отличается от других. И концерты мы, конечно, смотрели только в интернете. Ну, каждый концерт у него своеобразный. Этот алматинский, он тоже отличался. Он больше, конечно, был такой о войне и мире, наверное, о добре и зле. Вот тематика такая присутствовала у него в этом концерте. И, конечно, после концерта, ну, даже какая-то такая, ну, даже какая-то тяжесть была на душе. Было как-то вот, ну,
мы даже вот домой приехали и до последних дней никак не могли собраться с мыслями. Как-то вот разбил нас, душа разлетелась на клочки, и как-то вот собраться с мыслями, и не было радости такой, не было восторга такого, а какая-то вот, думать, очень много о чем было подумать. Мы задумались, и, тяжело перенесли этот концерт. Вообще, я вот лично такая ощущаю. А самый мой любимый концерт все равно был Арнау в Астане. Я его люблю больше всех других. Потому что, может, первый, поэтому... А вы не задумывались, вот сейчас все-таки какие-то дни прошли, проанализировали, наверное, в голове у себя, а что вот такое было, какие ключевые моменты, что вас сделало, таким вот человеком, вы сказали, что вы сгрустнули, как-то о чем-то стали больше думать. Какие ключевые были, может быть, моменты? Может, какие-то песни были ключевые? Эпизоды можете вспомнить из концертов? Концерта, вот этого концерта. Знаете, вот на самом деле, вот, конечно, каждый концерт Димаша, как Земфира сказала, это, как отдельное такое произведение искусства, да, и этот концерт, конечно, он совершенно был другой, потому что Димаш, мы же его знаем, что он такой миротворец по своей сути, он очень, очень тонко воспринимает вообще мир, и все, что в нем происходит. Это просто проходит через его сердце, вот через его кровь проходит. Он настолько неравнодушный человек ко всему этому, что он просто вот как личную трагедию воспринимает вот все наши сегодняшние вот перипетии в мире, да, там разные политические, такие, экономические и другие. Поэтому, я бы, конечно, не сказала, что концерт прям был совсем тяжелый. Нет, конечно, но просто действительно он был на самом деле посвящен как бы вот теме войны и мира, теме любви, доброты, милосердия, теме хрупкости вот этого мира, да, то, что мы обязаны, мы должны беречь этот мир, и многое зависит от нас. Вот это все как бы красной нитью проходило через весь его концерт, вот эти вот мысли. И даже такие вроде бы, казалось бы, легкие такие, у него есть же песни такие танцевальные, такие вот, даже эти песни, они сопровождались таким видеорядом, вот именно таким видеорядом, который заставлял задуматься именно о хрупкости этого мира, о том, что мы его должны беречь, об экологии, все вот эти вот проблемы, да. И, конечно, вот ключевым моментом, конечно, в концерте было вот для всех, для нас, вот эта премьера его вот этой вот новой песни. Там он, конечно, весь клип, он там не был показан на экранах, там только отрывки, но вот это исполнение вот этой премьеры этой песни, его исполнение, насколько он на разрыв души, на разрыв аорты буквально, да, он как там пел с таким отчаянием, с таким этим, он в один момент он просто вот так упал на колени, и дышать даже не мог, понимаете? Было ощущение, что сейчас у него сердце просто разорвется. А у нас, естественно, такие же были. Вот у нас тоже, как в начале песни мы вот как бы вдохнули, да, взяли дыхание и не могли выдохнуть до конца этой песни. И, естественно, мы все рыдали просто. Мы просто все рыдали, потому что невозможно было спокойно это смотреть, слушать, конечно. И вообще вот весь его первый блок, он и Олимпика спел совершенно по-другому тоже. Аве Марию тут же, понимаете, вот этот вот его первый блок был настолько мощным, вот я говорю прям вот на разрыв аорты. И действительно все просто вот так вжались как-то. И знаете, даже вот
даже после вот этой, ну, как он завершил эту песню, да, даже не было даже каких-то бурных, каких-то оваций и проявлений, вот этих вот криков каких-то даже. Ну, они потом, конечно, уже волна набралась, но первые секунды зал просто был в таком, ну, как катарсис такой, понимаете, люди испытали. Вот он, ну, действительно, это было очень мощно. Да. Я представляю, мы смотрим клип, видеоклип, мы уже чувствуем, да, вот всю эту трагедию, как вы сказали, через клип. Но я представляю ваше состояние, те, кто находился на непосредственно площадке, на живом концерте, это, наверное, неизгладимые впечатления, конечно же. А как вам атмосфера алматинская? Можете ли сказать, что люди как-то к вам... Вот мне, например, я видела передачу «Алга Питер», там люди говорят о том, что российский фан-клуб приехал на концерт, они говорят, что алматинцы были удивлены, как вы издалека приехали сюда на концерт Димаша. На самом деле это было так? Какая была вот, да, вот, отношение к вам со стороны алматинцев, со стороны местных жителей? Ну да, да, простые жители, вот таксисты, там, с кем мы общались, с местными жителями, они, конечно, все в шоке. Не только от того, что вот мы приехали из Башкортостана, там, или из России, из Питера, там же со всего мира люди приехали. Там не было свободных отелей. Вообще по всему Алматы. Везде были. И мы друг друга все узнавали. Мы же просто не только на концерт, но мы и просто в простой, ну, как бы просто в жизни ходили с этими футболками, с Димашем, да, с атрибутами, со значками. Вот так вот ходили, вот прям так ходили по улицам. По улицам. Да, по всем экскурсиям ходили так. И друг на друга кидались и знакомились там везде, на каждом углу. В общем, Алматы на вот эти сколько дней? На 4-5 дней превратился просто в... не знаю, в резиденцию Димаша. Да. Город на самом деле заполнили, вот просто Дирс, просто вот заполнили. Вот на самом деле Земфира правильно говорит, что там даже вообще не было отелей, и там даже в местных СМИ даже были такие вот, ну, в новостях тоже даже говорили, что вот приезжие просто какие-то туристы или командировочные, которые приехали в Алматы, они не могли себе найти жилье, даже не в частных квартирах, не в отелях, то есть все было практически забито. Но представляете, вот у нас только на фан-встрече было более 30 стран, да, а на сам концерт приехало около 90 стран, то есть это весь мир. Представляете, это, конечно же, это... Ну, как можно вместить, вот как бы, там и так там 2 миллиона человек живет в этом самом, ну, в городе, а отели на самом деле все были переполнены. И мы действительно, да, вот мы гуляли там, вот есть местный Арбат, очень красивый, конечно, город. Нам так повезло с погодой, погода была замечательная, солнечные дни, ни разу не было дождя, и мы и вечером гуляли, и днем вот как-то старались все-таки посмотреть достопримечательности. Мы жили прямо вот в центре старого города, я так понимаю, потому что там вот рядом вот это как раз Арбат пересекал, вот эта вот пешеходная дорожка, да, улица. Вот. И мне что, знаете, вот что мне очень понравилось вот нам, мы вот вечерами, допустим, там прогуливаемся, очень много молодежи, местной молодежи очень много, и все они поют, прямо буквально через какие-то там 50 метров собираются вот там кучка молодых людей, девушки, ребята под гитару и поют казахские песни на казахском языке. Вот это было так здорово, мы прямо слушали, у меня даже записи есть много, ну, несколько таких видео я сделала, специально записывала, но с такими хорошими голосами мы еще раз убедились, что казахи – это поющая нация, действительно, вот просто на улице сидят ребята, вот поют, и прям с такими красивыми голосами, да. И действительно, вот когда видели, что мы идем, вот так вот с нами просили фотографироваться, сразу узнавали, что мы поклонники Димаша. И действительно, вот тоже удивлялись, вы приехали из России. Я говорю, так ладно, мы из России, мы тут соседи.
приехали со всего мира, с других континентов, с другой стороны земного шара практически, да. Вот, поэтому, конечно, они очень гордятся Димашем, они все его любят, они все говорят, что Димаш – это наше достояние, мы его очень любим, очень уважаем, и вот молодежь тоже, и с взрослыми мы беседовали, они тоже все в восторге, конечно, вот. Очень любят. Местные потом просили нас, уже после того, как мы им рассказали про все, просили нас достать билетик на его концерт. Да, Мы уже по своим каналам фанатским многих и местных приглашали. Потому что, да, билетов уже Остались, не да. было, уже все, ну там только фан-зона, ну молодежь-то в фан-зону, а вот уже взрослые люди не могут туда. И вот действительно мы через свои чаты, через девочек, там кто-то продает, кто-то не смог приехать, мы вот так доставали билеты для местных жителей. Надо же, интересно, конечно. Но вас же еще и сопровождали местные на всевозможные поездки, я имею в виду окрестности города Алматы. Да. Ну, мы приехали 19-го, специально приехали пораньше, мы неделю были в Алмате, специально приехали пораньше, чтобы вот увидеть Чырынский каньон, у нас была мечта, потому что мы его уже знаем по клипам Димаша, он там часто бывает и снимается. А также мы хотели посмотреть озеро Кольсай и Каенды, где вот снимал он клип Кайран Елен. Вот, и, конечно же, вот окрестности Алматы. И вот мы, значит, стали искать на месте, тур однодневный, чтобы в Чарынский каньон поехать. И вдруг выяснили, что, оказывается, туры, такие групповые туры на каньон только по выходным дням. А мы приехали в понедельник. Ну, что делать, значит, индивидуальные туры, что-то, дороговато нам показалось. Вот, и мы решили арендовать машину. Слава богу, у меня были права с собой, водительские. Вот, и мы арендовали машину, и вчетвером, вот мы с Земфирой и еще двое Дирс, значит, тоже к нам присоединились, и мы сами съездили на Чырынский каньон. Ну, то, что мы там увидели, это просто не передать словами. Да, Земфира, расскажи, что тебя там впечатлило? Ой, какая же здесь красота. Такая вот какая-то вечность. Сливаешься с вечностью здесь. Тысячелетней вечностью. Боже, как это интересно, удивительно просто. Вот со всех сторон такие вот, как башни. А вот это вот прям композиция целая. Вот тут вот. Вон как. Ой, удивительно. Удивительно. Такая. Вот там дальше сейчас буду продвигаться. Долина замков. Чырынский каньон – это, вообще, это даже какое-то… Это такое ощущение, что ты вообще не на планете Земля находишься. Это какой-то, пейзаж такой, как будто инопланетный, как будто на другой планете, на самом деле, марсианский какой-то или какой-то. Да. Это такое мы видели только в фантастических фильмах, в американских, больше нигде. Поэтому попасть в такое место, и мы так это ходили там. Хорошо, что мы были, конечно, без группы, поэтому мы там отстали, и мы в своем темпе, в своем ритме шли, все рассматривали, все поснимали, все поизучали, и, конечно, в полном восторге от того, что это вообще возможно, и что это есть на казахстанской земле. И вообще мы в полном шоке от казахстанской природы. Да. Там есть все, там даже и американский каньон, оказывается, есть, как в Америке, да, о котором, в общем-то, до Димаша мы и не знали о существовании. А вообще вот так удивительно, я же не знала, что туда нужно спускаться. А вообще вот когда к нему подъезжаешь, абсолютно ровная равнина. Вот просто равнина, и там вдали где-то горы видно. А вот такая ровная равнина. Мы подъехали, вот, значит, стоянка автомобилей, все, машину поставили.
И, значит, ну вот, как грубо говоря, овраг такой, да, вот просто ровная земля, и, оказывается, внизу вот этот каньон, и вот с этими, там есть вот эта долина замков, она называется, такие абсолютно причудливые, ну, вы там видели, были, наверное, Жанна, да, не раз? Честно говоря, я не была на каньоне, я даже алматинцы. Я сейчас сижу и под впечатлением, честно говоря, многие Вы алматинцы даже не были на Ну, каньоне. видите, а вот, кстати, Многие местные Не сказали. хватает особенно. Но вообще я, там- знаете, удивляюсь красотам американским. Здесь тоже есть очень много красот. Да, Вот да, как да. вы сказали, марсианские. Я вот тоже сейчас представляю. Честно говоря, я на каньоне не была ни разу. Потому что, ну, как-то не удавалось. Времени не Давай. хватало или еще что-то.